Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что же является самым главным компонентом повышения молочной продуктивности. Основной составляющей рациона высокопродуктивной коровы были и остаются объемистые корма. Это первый момент. Это физиология жвачных животных, которая требует, чтобы эти корма занимали до 60-70% питательной части рациона дойной коровы. Идти по другому пути мы не можем. Мы не можем сделать так, чтобы основу рациона коровы занимали только концентрированные корма. Существуют определенные пределы, и если их нарушить, то у коровы сразу же начнутся проблемы с пищеварением. Плюс на это накладывается лактационная кривая, которая требует постоянного корректирования поступления энергии и других питательных веществ. И мы с успехом это корректируем, используя при этом не только объемистые и концентрированные корма, а используем всевозможные энергетические добавки и белковые в виде защищенных углеводов, жиров, карбамида, да много чего добавляем в рацион. В определенных ситуациях организм современной высокотехнологичной коровы без этих добавок просто не может обойтись. Особенно важно применение таких добавок в критические периоды, таких как транзитный период или, например, на пике лактации. Но прошу обратить ваше внимание, что все это называется добавками. Все эти добавки будут давать пользу только при условии того, что будет хорошая основа рациона, которая была бы наиболее физиологичной с одной стороны, а с другой стороны определяла высокий удой, сохраняла здоровье животных, а также позволяла получать полноценный молодняк. Для современного молочного животноводства основой такой рациона есть силос и сенаж, которые занимают до 60-70% питательной части рациона дойной коровы и более чем наполовину наполняют рацион протеином. Силос и сенаж в современном молочном скотоводстве становятся главными компонентами рациона дойной коровы, а их питательная ценность и качество – решающий фактор продуктивности. А раз так, то мы должны понимать, что рост продуктивности молочного скота напрямую зависит от повышения питательности силоса и сенажа в единице их массы. Ведь возможности коровы по уровню потребления объемистого корма ограничены размерами преджелудков. Это и лимитирует рост продуктивности. Следовательно, чтобы корова сумела больше потребить питательных веществ силоса и сенажа, необходимо, а вот здесь внимание, максимально наполнить сухое вещество этих кормов энергией и протеином. Например, при питательности силоса в мегаджоулях чистой энергии лактации в 1 кг сухого вещества при показателе 4,8 мегаджоуля суточный удой коровы может быть на уровне 8 кг, при 5 на уровне 10 кг, а уже при 6,4 мегаджоулях аж 35 кг молока. Из этого примера видно, и еще раз внимание, это крайне важно запомнить, что с ростом наполненности силоса энергией появляется возможность существенного повышения продуктивности дойной коровы и максимального проявления ее генетического потенциала. В плане того, что как повысить питательность силоса, то ответ здесь однозначен. Конечно же, за счет сохранения питательных веществ при заготовке силоса. Силосование должно не только максимально сохранить питательные вещества в корме, но и желательно, чтобы в его процессе доступность протеина, крахмала, а главное клетчатки резко возросла. Вот тогда питательность силоса сможет возрасти до уровня продуктивной энергии 6,4 мегаджоуля на 1 кг сухого вещества, а не быть на уровне 4,8 мегаджоуля. Долгие годы силосование и сенажирование выполнялось посредством простого скашивания, перемещением измельченной массы в хранилище, трамбовкой массы и герметичным ее укрытием. Если зеленую массу косили на сенаж, то предварительно ее провяливали. Вот такая была традиционная технология приготовления силоса и сенажа. Доказано, что даже при соблюдении оптимальной фазы уборки растений при таком консервировании теряется огромное количество питательных веществ по сравнению с исходным сырьем. Силос, полученный путем естественного брожения, при идеальных приемах и сроках заготовки теряет от 17 почти до 40% энергетической питательности исходной зеленой массы. Потери белка при этом, как самого главного и дорогого питательного вещества, могут достигать от 22 до 39%, то есть почти до 40%. Силос, в котором произошли такие потери, содержит в сухом веществе не более 5-5,5 мегаджоуля энергии лактации в килограмме сухого вещества. При таком количестве энергии в
единицы корма получить удой более 18 литров в сутки просто невозможно. И это в лучшем случае. Всегда при заготовке силоса накладывается масса еще каких-то неблагоприятных факторов. То дождь, то поломка техники, то не вовремя укрыли силосную траншею. Даже перечислять все эти факторы не хочу, насколько их много. И если вы представляете, что такое процесс силосования, то уверен, сможете мне дополнить еще массой таких нюансов. Но хочу отметить ваше внимание, что даже незначительное нарушение технологии процесса ведет к ухудшению питательности силоса. Ну и понятно, что это уменьшает и максимально возможный удой. Из всего этого понятно, что главный резерв роста молочной продуктивности – это получение качественного силоса. Фактором резкого и значительного повышения его энергетической и протеиновой питательности есть применение химических консервантов и микробиологических заквасок, которые есть основой современных технологий силосования. Химическое консервирование снижает потери питательности веществ зеленой массы при силосовании с 25 до 13-17%. Микробные закваски уменьшают этот процент еще до 10-12%. Современные закваски для силоса минимизируют потери энергии брожения до минимальных значений и подавляют развитие гнилостной и патогенной микрофлоры. Современные микробные закваски объединяют в своем составе эффективные микроорганизмы и высокую ферментативную активность амило- и целлюлозолитического спектра действия. То есть, наряду с молочно-кислым брожением происходит процесс распада трудногидролизуемых углеводов, снижается концентрация сырой клетчатки. Накопление энергии в сухом веществе силоса при использовании современных технологий силосования может подниматься до максимального уровня, почти до 11 мегаджоулей обменной энергии на 1 кг сухого вещества. Только при такой концентрации энергии возможно достижение потолка генетического потенциала высокопродуктивных коров с удоем за лактацию выше 6000 кг. Ассортимент микробных заквасок для силоса очень большой. Как в них разобраться, мы обязательно рассмотрим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!